Если ваша собака продолжает до сих пор сопротивляться на поводке, скорее всего, вы уже попробовали. Первое, увлекать собаку лакомством. И собака не реагирует на еду абсолютно. Скорее всего, вы попробовали уже команду ко мне для того, чтобы собака проходила, потом вы опять отходите, опять подаете команду ко мне. Скорее всего, вы также пробовали уговаривать бесконечное количество раз свою собаку. И как результат, собака все равно сопротивляется. Может быть, она прекратила сопротивляться в определенные моменты, но модель поведения сопротивления осталась. Привет, собаководы, я Игорь, инструктор по дрессировке. Сегодня все расскажу, что касается сопротивления на поводке. При этом не имеет значения, какого размера, породы или возраста ваша собака. Сопротивляться может как маленький Джек Рассел, сопротивляясь полноприводными 4 лапами, так и наоборот какая-нибудь взрослая собака наподобие Алабая, которая тоже сопротивляется. Поверьте, сдвинуть 80-килограммовую тушу бывает так же тяжело, как маленького Джек Рассела. И для многих это может звучать странно, но маленькие собачки часто сопротивляются посильнее, чем крупные. А большая собака часто пытается сопротивляться, у нее не получается, она говорит, да ну и ладно, потому что лапы выше, хозяину проще всегда использовать поводок в такие моменты и много-много других деталей. Ну и как правило, давайте все-таки говорить про психологический фактор, что к маленьким собачкам все-таки все относятся более как к игрушечкам, и поэтому больше пытаются уговаривать, больше пытаются, наоборот, зацеловать собачку, а собака в наглую этим пользуется. Давайте разберем самое главное. Не имеет значения, в какие моменты и по какой причине собака сопротивляется. Например, это может быть начало выхода из дома, собака сопротивляется. Это может быть вход в ветеринарную клинику, груминг-салон или еще какие-нибудь вещи, места, куда собака не хочет по какой-то причине заходить. Это могут быть просто людные места, собака не хочет идти. Или даже более того, собака может сопротивляться на поводке, не желая уходить от другой собаки, с которой она играется, с которой она бесится, с которой она хочет проводить весело время. Все это одинаковое между собой сопротивление. Действительно, вы правильно, наверное, уже поняли и заметили, что мотивация в разные моменты разная. Собака не хочет покидать веселое место или не хочет заходить в незнакомое место. Но принцип действия для нас, для хозяев, никоим образом не меняется. Вы, как человек, как хозяин, знаете, что вам туда нужно с собакой. И при этом неважно, вы идете домой, потому что вам скоро на работу, или вы идете в ветеринарную клинику, потому что собаку нужно, например, вылечить от чего-то, если ей даже ставят там уколы или больные процедуры делают. Вы, как хозяин, несете ответственность за свою собаку и понимаете, что вам это нужно, и там, куда вы идете, не будет ничего страшного и плохого для вашей собаки. Если вам это не нужно, тогда действительно вы можете пойти условно на поводу у собаки и не идти туда, если она сопротивляется. Но мы говорим про случаи и необходимости, когда вам это надо. Во-первых, разберем самое главное. Что часто советуют делать в эти моменты? Часто советуют отвлекать, опять же, едой. Почему я это не использую? Да потому что во время страхов, когда собака не хочет идти в новое место, она хочет больше выжить, чем поесть. Потому что в моменты, когда ваша собака сопротивляется и не хочет убегать от другой собаки, допустим, от щенка бежать за вами, собака точно так же больше хочет поиграть и коммуницировать с окружающим миром, чем бежать с вами или получать от вас еду. Поэтому еще раз, отвлечение едой приносит результат только тогда, когда собаке действительно не очень сильно это было интересно. То есть не так сильно страшно или не так сильно хотелось поиграть с другой собакой, так это означает, что и без еды мы эту проблему сможем решить без проблем. Поэтому еще раз, увлечение лакомством я не считаю отучением, это просто отвлечение. Собака забывает про что-то, увлекается едой, забывает про то, что вообще в целом, что она сопротивлялась и что она хотела. Еда либо съедается, либо еда пропадает, и собака опять оказывается в том же месте, где она сопротивлялась. Поэтому еще раз, с целью отучения от сопротивления еда нецелесообразна. Вторая ситуация – уговоры. Ну давай, пойдем, ну чего ты это? Давай, со мной, пойдем. Уговоры, к сожалению, не работают таким же образом, потому что собака, как кинула якорь своей пятой точкой, как сидит на месте и не хочет за вами идти, так же и будет пытаться в дальнейшем сопротивляться. Опять же, собака хочет выжить часто, она не хочет идти туда, где она не знакома с чем-то, с окружающим миром. Ей интереснее, наоборот, остаться там в комфорте, в той самой условной зоне комфорта, потому что зачем идти туда, где непонятно что. И как говорил классик, не выходи из комнаты, не совершая ошибку, и собака этому следует с удовольствием на все 100%. Поэтому еще раз, уговоры не приносят хорошего результата, они помогают только в том случае, когда собака изначально хотела пойти за вами, но сомневалась. Вот тогда
уговоры, подбадривания имеют место быть. Например, самый простой пример. Вы заходите в какой-нибудь шумный трамвай, где открываются громко двери, распахивают, стучат, какой-нибудь старый трамвай себе представили, резко открылась, стучит, и собака хочет, видит, что хозяин идет, но сомневается. И вот в этот момент подбадривание просто необходимо. Я говорю, да смелее, смелее, давай, давай. Но если ваша собака намеренно сопротивляется, и никакого первого желания начала движения вообще в ее голове нету, наоборот, собака сильнее сопротивляется, здесь уговоры никакого абсолютно значения не имеют и никакого результата принести не могут. Старые методики, когда мы берем собаку и прям поддергиваем за собой, к сожалению, наоборот, часто еще больше пугают собаку. Собака, наоборот, понимает, что за любой неверный шаг может тут же прилететь негативное подкрепление, то есть надергивание поводком, и собака вообще боится лишний шаг хоть куда-то сделать. А мне же нужно показать не негативное подкрепление и не положительное подкрепление. Моя же задача показать абсолютное безразличие в дальнейшем, чтобы собака не переживала, не тревожилась, не беспокоилась, но при этом и не сопротивлялась. Что же правильно в такие моменты делать? Мы должны показать собаке необходимость продолжения движения без негативного и без положительного подкрепления. То есть не должно быть ругания, наказания за ослушивание и не должно быть поощрения за продолжение движения. Многие могут спросить, почему же мы не будем хвалить собаку? Она же все-таки сделала шаг, она же все-таки пошла. Поймите, прогулка для вашей собаки это как лично для вас путешествие. Едете вы куда-нибудь в Египет, Грецию, Италию, Испанию, Байкал, куда угодно вы поехали, вы все равно сами платите за это путешествие. Точно так же это устроено у собаки. Собака готова соблюдать сама правила в дальнейшем ради путешествия. Вот здесь как раз-таки заключается положительное подкрепление. Это не только еда, когда мы запихиваем в собаку только еду. Собаке много чего интересно. И именно по этой причине собака часто отказывается от еды, когда она хочет играть с другой собакой, потому что для нее более положительно и интересно и является большим подкреплением взаимодействие, социализация, социальный контакт с себе подобными. А теперь правильно к алгоритму действия. Порядок действия очень четкий. Мы подаем команду come on, let's go, нева, follow me, пойдем, идем. Одно слово выбрали и одно слово используем. Без клички, без дополнительных задач, без дополнительных слов. Чем четче, короче будет задача, тем проще будет вам привыкнуть, и тогда вы быстро приучите собаку. Почему слово так важно? Потому что слово – это сигнал к действию. Было слово – делай, не было слова – не делай. То есть я ничего не хочу от собаки, если не было никакой команды. Я же сам ей ничего не сказал делать. Почему собаке нужно идти за мной, а не играть с другой собакой или нюхать дерево? А вот если я сказал задачу, загорелся зеленый сигнал светофора, идем. Вот это слово как раз-таки и означает начало движения. И многие могут спросить, почему без клички. Кличка – это конкретная задача. Об этом я отдельно рассказывал в видео про кличку. Кличка означает «обрати на меня внимание». Сири – молодец. То есть собаке нужно посмотреть на меня. Это кличка. Когда я говорю «идем со мной», собаке не обязательно смотреть на меня в глаза, в лицо, наверх. Собака может периферическим зрением увидеть отдаляющееся тело и побежать за мной. Собака может мельком глянуть и понять, куда я иду, и побежать за мной, не фокусируя внимание на мне, на хозяине, на лице или взгляде в глаза, а просто мельком глянуть. Этого хватит с головой. А кличка – это все-таки отдельная задача, поэтому не обесцениваем кличку. Кличка здесь не нужна. Исключение только когда вы работаете с двумя собаками. Одна идет, вторая сопротивляется. И вы говорите «Бобик, пойдем». Итого, выбрали одно слово и только его используем. Второе. Обязательно слово подкрепляем действием. В данном случае мы прям подтягиваем собаку за собой. Еще раз, подтягиваем, не дергаем, не подвешиваем бляха-муха, а подтягиваем, сдвигая собаку на один собачий корпус вперед. В обязательном порядке слово подкрепляется действием, иначе оно обесценивается. Ваша собака может в это время сопротивляться, но вы берете и сдвигаете собаку за собой на один собачий корпус в обязательном порядке. Если вы этого не делаете, вы наоборот показываете собаке. В целом, если бросил якорь пятой точкой, ну и сиди. Для понимания, вот этот поводок, который вы используете, опять же, любого рода, любого формата, это как рука. Если у вас человек начинает выходить на красный сигнал светофора, а вы понимаете, что несется КамАЗ, вы его хватаете за руку и возвращаете обратно. Точно так же работаем поводком. У вас нету цели оторвать этому человеку руку. У вас нету цели сделать ему больно, физически неприятно, страшно
страшно, ужасно. У вас задача вернуть его на тротуар. Точно так же мы пользуемся поводком. Я подаю команду, пойдем, телом направляюсь в сторону движения, поводок держу коротко и подтягиваю собаку за собой. Здесь самое важное, это алгоритм, последовательность действий. Команда, действие, команда, действие. И по мере возможности, после первого шага я немного пытаюсь расслабить поводок и дать возможность собаке пройти самостоятельно. Выглядит это примерно именно вот так. Пойдем, подтягиваю, расслабляю. Пойдем, подтягиваю, сюда идем, вы слишком послушные для этого видео. То есть команда всегда обязательно подкрепляется действием, иначе она обесценивается. Важные факторы. Поводок обязательно держим коротко, потому что на длинном поводке, как на башенном кране, у собаки амплитуда действия огромна. И психологически собаке будет проще сопротивляться. Вы же далеко. Она говорит, иди, я потом догоню. Поэтому без собаки вы никуда не уходите. Вы берете поводок коротко, с командой сразу начинаете движение. Не стоите на собаку и уговариваете, пойдем, пойдем. Собака знает, что вот так вот спиной вперед вы не ходите. Собака замечательно знает, что вы поворачиваете и идете вот так. Собака замечательно вас знает, уж поверьте. Поэтому обязательно тело ваше является ориентиром для собаки. Подаем команду, чтобы в дальнейшем никогда не подтягивать собаку, а собака привыкала к команде. И потом вы на расслабленном поводке говорите команду «пойдем». И собака идет за вами. Собака улавливает взаимосвязь между командой и неминуемостью подтягивания или неминуемостью продолжения движения. И собака в дальнейшем сама это делает. Пойдем. Еще раз, не ухожу без собаки, а прям с собакой начинаю движение. В это время я советую, опять же, определиться, где собака будет для вас по удобству. Немножко сзади, справа, слева, то есть держите какую-то плоскость на одном месте. Основные проблемы, с которыми сталкиваются большинство хозяев. Собака начинает сопротивляться и вырываться в разные стороны. Ни в коем случае этого не даем делать, в случае чего опять останавливаемся, собака останавливается и опять по новому алгоритм. Команда, действия, подтягиваем за собой собаку, бескомпромиссно и уверенно, еще раз, не грубо, не ласково, это очень важный момент. И поверьте, на моей практике сопротивлялись французские бульдоги, маленькие коренастые собаки, которые сопротивляются всеми 4 лапами, и сопротивлялись точно так же алабаи, немецкие овчарки и другие собаки, которые не хотели куда-то идти, огромные, крупные. И здесь самое главное показать, я тебе ничего плохого не сделаю и не хочу, но это обязательно. Вот это обязательно, это очень важный момент в процессе приучения команде «пойдем» и к отсутствию сопротивления. Второе, с чем часто сталкиваются хозяева, собака вырывается из амуниции. Амуниция не должна сжать собаки, но она и не должна болтаться, наоборот. Амуниция — это как страховочный комбинезон, плохой страховочный комбинезон или парашют, из которого вы вываливаетесь. То же самое сопротивление у вас может произойти возле дороги, когда собака не хочет идти, или в ветеринарной клинике, где, опять же, часто находится рядом дорога. Это может быть небезопасно, поэтому амуниция должна быть в пору. Она должна сидеть плотно, но не сжать. Она не должна болтаться, но должна облегать тело. Поэтому про амуницию есть отдельное видео на канале, советую посмотреть. У некоторых собаки настолько привыкли сопротивляться, что собаки сопротивляются до хрипа и откашливания. Поймите правильно, если у вас собака уже хрипит, откашливается, это означает, что она училась этому не один день. Поверьте моему опыту, что собака до откашливания пыталась сначала сопротивляться очень слабенько. И если с каждым разом результат был, то с каждым разом собака пытается увереннее и сильнее это делать. Поэтому, к сожалению, в такие моменты для перебарывания мне нужно набраться уверенности и понимания, то, что я делаю все правильно. Я подтягиваю собаку за собой, сразу поводок расслабляю. И здесь же четвертая ошибка. Многие после подтягивания за собой продолжают держать еще поводок в натянутом положении. Обязательно расслабляю, даю собаке возможность самостоятельно пройти. Поэтому я подаю команду, подтягиваю и тут же расслабляю, чтобы собака самостоятельно продолжила движение. Или я, по крайней мере, дам такую возможность. И это основные ошибки. Все остальные детали могут меняться от ситуации, обстановки и так далее. И еще раз напоминаю, не имеет значения, в какой момент, по какой причине ваша собака сопротивляется. Сопротивление должно быть бесполезно. Сопротивление не должно приводить к результату, потому что вы, хозяева, так решили и так сказали собаке, что вам нужно продолжать движение в этот момент дальше. Поэтому обязательно слово подкрепляется действиями. Не обесценивайте свои команды, используйте все как надо. И отсюда девиз нашего канала: все в ваших лапках, только от вас зависит поведение вашей собаки. Пока!